Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Ольга Ханафи. Я автор пигментов Hanafi Colors Pigments. Этот блог из 3 видео нашей короткой линейки корректоров. Корректоров всего 3, самых основных, и про каждый из них будет рассказано отдельно. Корректор номер 1, безусловно, самый часто используемый корректор, когда нужна помощь дополнительного цвета. Он самый первый появился у нас в палитре и долгое время был один. Цвет очень ярко насыщенный оранжевый, густо оранжевый, близкий к красному и прекрасно справляется с холодными оттенками как бровей, так и губ. В каких случаях мы используем этот корректор? Первое. Если вам необходимо перекрыть старый татуаж бровей, по какой-то причине вы приняли решение, что этот татуаж не нужно удалять, вы беретесь за перекрытие. Там осталось мало краски, клиент категорически не согласен удалять. В любом случае вы взялись за перекрытие, а цвет неприятно холодный, серовато-голубовато-синий. В вашем распоряжении корректор, который при таком перекрытии грамотнее использовать в виде подложки под основной цвет. И я не рекомендую подмешивать его к основному цвету сразу при перекрытиях, потому что лучше смотреть поэтапно, как идет работа. Очень часто намного полезнее и визуально более понятно бывает проработать в первую процедуру при перекрытиях только корректором и отпустить клиента, объяснив ему, что в этой оранжевости нет ничего страшного. И только после заживления вы можете оценить, какой цвет получился, и принять решение о том, нужна ли еще коррекция, нужно ли использовать еще раз этот оранжевый пигмент. Какой основной цвет вы возьмете, если вы будете его брать. То есть поэтапность в данном случае бывает очень выгодна. Однако порой можно сделать все в одну процедуру, но все равно я рекомендую делать именно подложку. Не стоит класть этот пигмент слишком плотно, достаточно положить его сеточкой. Сколько проходов нужно делать, зависит от исходника, и тут рецептов никаких быть не может. Иногда хватает одного, иногда и 3 нужно сделать. В любом случае пигмент очень концентрированный и здорово справляется с адекватными случаями, подлежащими перекрытию. Что касается перекрытия губ, тут реже намного мы говорим о старом татуаже, потому что намного сложнее с помощью корректоров именно править цвет. Если у вас фиолетовый контур губ, тут, конечно, однозначно нужно удалять и всеми силами объяснять клиенту, что по-другому нам красивую работу не сделать. Но бывают случаи, когда натуральные губы имеют очень выраженный холодный оттенок. Сосудистые, меланиновые пигментированные губы, этнические, часто требуют подтепления, прежде чем вы начнете их красить каким-то цветом. Поскольку этот холод, природный натуральный холод губ, весь ваш замечательный розовый или красный цвет просто съест, и ничего на выходе у вас не останется. Поэтому при перекрытии, при работе со сложными, темными, сосудистыми, пигментированными, этническими губами очень рекомендуется сперва использовать подтепляющий корректор оранжевый номер 1. Корректор номер 1 часто используется в миксах с основными цветами. В те моменты, когда вам не требуется перекрытие старого некачественного татуажа, вы просто работаете с чистой кожей, но хотите сделать нужный вам оттенок более теплым. Можно покапельно добавлять этот пигмент и обеспечить себе более адекватный и менее холодный выход при заживлении. Это касается как бровных пигментов, так и, в общем-то, губных. Несмотря на то, что для губ у нас существует достаточно много теплых оттенков, и иногда полезно бывает добавить и в губную тоже капельку-другую корректора. То есть, заканчивая рассказ об этом корректоре, я могу сказать, что применение его очень обширно, он невероятно нужен в арсенале каждому мастеру, то есть, грубо говоря, это must-have. Не представляю, как можно обходиться без него. Он помощник и во многих случаях просто спаситель.